Глава 2291. Битва с пауками Асуры. Часть 5. Внезапно духовный свет вспыхнул от 5 длинных мечей, и вспыхнул взрыв колебаний закона, от которого пара гор была отброшена назад. В следующее мгновение 2 горы появились над Ханли, прежде чем рухнуть с огромной силой. Ханли попытался связаться с 2 сокровищами и приказать им остановиться, но обнаружил, что его духовная чувственная связь с ними была разорвана. Сердце Ханли дрогнуло, когда он увидел это, но выражение его лица не изменилось, когда он осторожно протянул ладони к 2 крайним горам. В тот момент, когда его ладони были подняты вверх, серебряный свет вспыхнул из его ладоней, и около дюжины слоев серебряных образований были вызваны. Раздались 2 оглушительных удара, и порывы свирепого ветра понеслись во все стороны, но Ханли в конце концов сумел остановить 2 крайние горы, после чего все серебряные образования исчезли во вспышке серебряного света. В тот момент, когда руки Ханли соприкоснулись с парой крайних гор, духовная чувственная связь была восстановлена, и он немедленно убрал пару сокровищ. В этот момент человек в парчевом одеянии все еще сохранял свою первоначальную позу и не воспользовался этой возможностью, чтобы развязать дальнейшие атаки. Ханли бросил на него пристальный взгляд и сказал: «Я не думал, что ты сможешь использовать силу закона времени. Тем не менее, это довольно вынуждено, поэтому вы должны полагаться на что-то, чтобы высвободить эту силу». Ну и что, если мое использование будет немного вынужденным? С силой закона времени на моей стороне ты не сможешь победить меня. Тот факт, что вам удалось сразу идентифицировать эту силу, говорит о том, что вы видели ее раньше в другом месте, верно? Человек в парчевом одеянии холодно хмыкнул. Затем он указал пальцем вперед, и 5 полупрозрачных мечей слегка задрожали, вслед за чем близлежащие колебания закона постепенно рассеялись. Намек на просветление появился в глазах Ханли, когда он бросил взгляд на 5 мечей, и он ответил: «Я действительно был свидетелем такой же силы в другом месте в прошлом, и я думал, что только пауки Асуры смогут владеть этой силой в этом царстве. Похоже, вы пробыли в этом царстве очень долго и полностью заслужили доверие этих пауков Асур. В противном случае вам не были бы предоставлены такие невероятные преимущества. Однако, если вы думаете, что этого будет достаточно, чтобы избежать поражения, то вы глубоко ошибаетесь». Как только его голос затих, из его тела вырвался яркий пурпурно-золотой свет, и он в мгновение ока вырос примерно до 1000 футов. Сразу же после этого он открыл рот, чтобы выпустить несколько шаров света разных цветов, каждый из которых испускал уникальную, но грозную ауру. Шары света содержали проекции нескольких типов истинных духовных существ, и в то же время слои пурпурно-золотой чешуи появились по всему телу Ханли. 2 дополнительные пары рук и пара дополнительных голов также появились под ребрами и на плечах, соответственно. Затем он открыл свои 6 глаз, и на каждом из 3 его лбов появился короткий серебряный рог. Увидев силу времени, высвобожденную его противником, Ханли понял, что больше не может сдерживаться, и немедленно высвободил свое священное тело Нирваны в максимальной степени. В этой 3-й трансформации Нирваны физическое тело Ханли было настолько страшным, что вселяло ужас в сердце даже великого существа стадии Вознесения. Улыбка появилась на его 3 лицах, и он ударил своими 6 руками, высвобождая бесчисленные золотые выступы кулака, которые пронеслись по воздуху, прежде чем внезапно исчезнуть. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули вокруг человека в парчевом одеянии, и проекции золотого кулака снова появились, прежде чем сходиться к нему в безумии. Человек в парчевом одеянии был очень встревожен, увидев это, и он поспешно сделал быструю цепочку ручных печатей, на которых 5 полупрозрачных мечей начали быстро вращаться вокруг него. Затем 5 мечей превратились в 5-цветный световой барьер, который защищал каждый дюйм его тела, в то время как флуктуации закона, которые только что исчезли, были выпущены снова. Все выступы кулаков в радиусе более 100 футов вокруг человека в парчевом одеянии немедленно остановились в воздухе, но остальные выступы кулаков продолжили движение вперед и врезались в неподвижные выступы кулаков. Оглушительный взрыв разразился за пределами 5-цветного светового барьера, когда одна проекция золотого кулака за другой взорвалась, посылая разрушительные ударные волны прямо к световому барьеру. Однако все эти атаки будут заморожены в воздухе, как только они приблизятся к 5-цветному световому барьеру. Казалось, что вокруг светового барьера появилась невидимая стена, сдерживающая все атаки Ханли. Выступы золотого кулака были наполнены удивительной силой, и Ханли, казалось, мог производить бесконечный запас. За очень короткий промежуток времени разразились бесчисленные взрывы, посылая слой за слоем золотые ударные волны, устремляющиеся к центру, быстро накапливая взрыв духовного давления, который вселял страх даже в сердце человека в парчевом одеянии. Лицо человека в парчевом одеянии значительно потемнело, когда он увидел это, и прямо в этот момент 5-цветный световой барьер начал слегка дрожать, в то время как неподвижные выступы золотого кулака в окружающем пространстве снова показывали признаки движения. Человек в парчевом одеянии больше не мог ждать, и он немедленно переключился на другую ручную печать, сократив площадь, охватываемую световым барьером, почти наполовину.
В то же время он открыл рот, чтобы выпустить несколько шариков зеленой эссенции крови, которая превратилась в серию синих рун, которые мгновенно исчезли в световом барьере. Дрожащий световой барьер мгновенно стабилизировался, в то время как выступы золотого кулака и ударные волны снова были обездвижены. Увидев это, в глазах человека в парчевом одеянии появился намек на облегчение, но он все равно немедленно начал читать заклинание. Слабые руны начали появляться на световом барьере, и казалось, что 5 мечей вот-вот будут преобразованы. Однако прямо в этот момент Хань Ли внезапно прекратил то, что он делал, прежде чем перевернуть руку, чтобы произвести зеленый длинный меч среди вспышки зеленого света. Длинный меч имел несколько неразборчивых древних серебряных рун, начертанных на его поверхности, и как только он был вызван, вся ци мирового происхождения в радиусе нескольких километров в бешенстве впрыснулась в меч в виде полос ослепительного света. В результате этого притока энергии зеленый длинный меч быстро раздулся примерно до 1000 футов в размере, после чего он был разрезан в воздухе без каких-либо колебаний. Серебряные руны вспыхнули, и гигантский серебряный полумесяц был развязан мечом, проносясь через бесчисленные выступы кулака в мгновение ика, прежде чем непосредственно погрузиться в пространство, охватываемое силой закона времени. Серебряный полумесяц смог полностью игнорировать силу законов в этой области и ударил в пятицветный световой барьер, как молния, к большому ужасу человека в парчевом одеянии. Раздался оглушительный грохот, и полумесяц слегка задрожал, прежде чем распасться на пятнышки серебристого света. Еще одна вспышка еще более мощной силы законов пронеслась вперед, разрывая закон времени, проникший в световой барьер, прежде чем взорваться в шар серебряного света. Две вспышки силы законов столкнулись, и шар серебряного света быстро расширился, как катящийся снежный ком, достигнув в мгновение ика нескольких акров в размере. Все виды сильных энергетических флуктуаций хлынули через окружающую область, сметая страшный торнадо, которые охватили все небо. После того, как он нанес этот удар, тело гористой обезьяны Хань Ли уменьшилось менее чем наполовину от своего первоначального размера, но его аура ни в малейшей степени не ослабла. Свирепый взгляд появился в его глазах, когда он схватился за гигантский зеленый меч всеми 6 руками, а затем взревел, снова рубанув оружием по воздуху. В этом случае полоса зеленого меча Ци была выпущена зеленым мечом в противоположность серебряному полумесяцу. В тот момент, когда Ци меча был развязан, он появился прямо над шаром серебряного света, а затем превратился в массивный кольцеобразный клинок. Кольцевидное лезвие было буйно-зеленого цвета и размером около полукилометра с несравненно острыми краями. Кроме того, он испускал мощные колебания закона. Черный свет вспыхнул из 3 глобел Ханли, и появились 3 чернильно-черных демонических глаза. Сразу же после этого он указал пальцем на каждую руку вдаль и произнес слово. Серебряные руны появились на поверхности кольцеобразного клинка, после чего он внезапно растворился в воздухе. В следующее мгновение рядом с шаром серебряного света вспыхнули пространственные флуктуации, и кольцеобразное лезвие вновь появилось прямо вокруг шара света. Затем кольцевидное лезвие резко сжалось, исчезнув в виде выступа. Сразу же после этого вокруг шара серебряного света появилась зеленая линия среди оглушительного грохота, и весь шар света был аккуратно разрезан пополам кольцевидным лезвием. Глава 2292. Битва с пауками Асуры. Часть 6. В дополнение к шару серебряного света, даже ближайшее пространство было разорвано зеленой линией, создавая массивную черную трещину. После того, как весь серебристый свет померк, зеленая линия снова открылась, и пространство по обе стороны зеленой линии стало полностью черно-белым. Участок над зеленой линией оставался неизменным, но только потому, что он был защищен пятицветным световым барьером. Напротив, под зеленой линией был чернильно-черный пространственный разлом, и пространственная сила, исходящая от разлома, распространялась во всех направлениях в безумии, как будто она собиралась поглотить всю область. Каждый не мог не остановиться, увидев это, прежде чем направить свое духовное чувство в этом направлении. Выяснив ситуацию, пауки Асуры были очень встревожены, в то время как Мо Цзиньли и другие были в восторге. Человек в парчевом одеянии не был убит нападением, но его нижней части тела уже нигде не было видно, и пот струился по его лбу, когда он держал пятицветный щит, который вызвал световой барьер, который спас его верхнюю часть тела. Световой барьер был образован пятицветными рунами, выходящими из щита, и он удерживал черное пространство внизу на расстоянии. Это полное глубокое небесное сокровище. Без силы законов этого сокровища ты ни за что не смог бы прорваться через мой закон времени. Взревел человек в парчевом одеянии с паническим выражением лица. Даже для существ в стадии Великого Вознесения глубокие небесные сокровища были чрезвычайно редки, и большинство существ в стадии Великого Вознесения никогда не вступали во владение глубоким небесным сокровищем. Уже считалось очень хорошим, если они могли получить 1 или 2 копии глубокого небесного сокровища. Человек в парчевом одеянии был довольно выдающимся среди обычных существ Великой стадии Вознесения, но ему не посчастливилось наткнуться на глубокое небесное сокровище.
Однако тот факт, что ему удалось пережить 2 удара меча глубокого небесного духа, уже свидетельствовал о его невероятной силе. «Ты умеешь говорить. Ты бы тоже не смог использовать свою силу времени, если бы не эти 5 мечей», — холодно усмехнулся Хань Ли, делая шаг вперед. После того, как он нанес второй удар, он уменьшился еще больше, до чуть более 100 футов в высоту. Раздался глухой удар, когда соседнее пространство задрожало, и Хань Ли в одно мгновение преодолел расстояние более 1000 футов, оказавшись прямо над человеком в парчевом одеянии. Ци происхождения мира яростно хлынула, и он без колебаний нанес третий удар своим зеленым длинным мечом. Серебряная проекция меча спустилась сверху, как яркая луна, принеся с собой взрыв мощных флуктуаций закона. Человек в парчевом одеянии заметно побледнел, увидев это. Он никогда не думал, что его противник будет иметь силу, чтобы развязать 3 атаки с его глубоким небесным сокровищем за такой короткий промежуток времени. Развязывание атаки с глубоким небесным сокровищем было невообразимо обременительным как для энергии владельца, так и для физического тела. Если бы существо великой стадии Вознесения с более слабым физическим телом развязало бы мощную атаку с таким сокровищем, их тело могло бы распасться на месте. Вот почему Хань Ли смог высвободить только часть силы глубокого небесного меча еще на стадии интеграции тела, даже во время своей второй трансформации в нирвану. Конечно, человек в парчевом одеянии не собирался просто смириться со своей судьбой. Свирепый взгляд мелькнул в его глазах, и он указал пальцем на щит перед собой, затем открыл рот, чтобы выпустить несколько шариков зеленой эссенции крови в щит. В то же время он поспешно закричал: «Товарищ Даист Ло, немедленно позовите товарища Даиста Ина, я не смогу долго продержаться». Его слова были обращены к женщине в зеленом. В этот момент она была вовлечена в напряженную битву с Сюэранем и Хейлинем, орудуя сотнями тонких лазурных игл, которые превратились в бесчисленные полосы ослепительного света. Она постоянно следила за всем полем боя своим духовным чувством и, услышав этот отчаянный крик, стиснула зубы, прежде чем быстро принять решение. Она достала из рукава красный деревянный значок и тут же раздавила его в порошок. В другом месте Мо Цзиньли был уже в нескольких десятках километров отсюда, одновременно отступая и сражаясь с 4 зрелыми пауками-асурами с помощью своих 2 духовных зверей и 7 или 8 различных сокровищ. Судя по напряженному выражению его лица, было ясно, что долго он не протянет. Внезапно темная фигура в самой безопасной тайной комнате под каменным городом внезапно открыла свои яркие малиновые глаза. Она держала в руках полупрозрачную палочку, а снаружи тайной камеры было помещено около дюжины малиновых шаров, каждый из которых имел диаметр около 10 футов. Раздался резкий треск, и белый свет вспыхнул от поверхности малиновых шаров через ряд белых трещин. Затем из трещин вырвались взрывы грозных аур, как будто из алых шаров вот-вот должны были появиться монстры. Полупрозрачный щит вспыхнул и снова превратился в 5 мечей, прежде чем быть разрезанным в воздухе, выпуская слабые колебания закона, которые только едва сумели удержать серебряный полумесяц на расстоянии. В то же самое время пятицветный световой барьер внизу исчез, а на спине человека в парчевом одеянии появилась пара пятицветных крыльев, которыми он энергично взмахнул без всяких колебаний. В результате его понесло прямо к каменному городу. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и зеленый длинный меч в его руке внезапно слегка задрожал, отчего духовное давление, исходящее от серебряного полумесяца, резко возросло в несколько раз, позволив ему с легкостью прорваться сквозь слабые колебания противоположного закона. 5 мечей взвыли, и 4 из них взорвались пятнами духовного света, в то время как один полностью потускнел и упал с неба, исчезнув в песке внизу. Перед человеком в парчевом одеянии сверкнула серебряная молния, и Хань Ли появился прямо на его пути к каменному городу. В этот момент он уже снял свой зеленый длинный меч, а также демонические глаза и короткие рога на головах. В то же время он деактивировал свое тело святой нирваны и был только в своей обычной золотой форме тела происхождения. Хань Ли оставался совершенно бесстрастным, когда он протянул свои 6 массивных кулаков к человеку в парчевом одеянии, и 6 шаров золотого света были вызваны, прежде чем сойтись, чтобы сформировать золотой вихрь, который понесся прямо к его противнику. Увидев это, в глазах человека в парчевом одеянии мелькнул ужас, и он стиснул зубы, когда одно из его пятицветных крыльев пронеслось мимо его плеча, чтобы отсечь одну из его рук, которая немедленно взорвалась. Затем рука превратилась в багровую гуманоидную фигуру, которая влетела в вихрь, на котором она была мгновенно распылена среди грохочущего взрыва, но в результате золотой вихрь также был остановлен на мгновение. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел, что человек в парчевом одеянии исчез в тот момент, когда алая фигура бросилась к золотому вихрю. Он тут же обернулся и увидел, что человек в парчевом одеянии снова появился на гигантской городской стене, которая была окутана несколькими слоями световых барьеров. В этот момент его голова Феникса уже вернулась к нормальной человеческой голове. На лице Хань Ли промелькнуло удивление. Секретная техника, развязанная человеком в парчевом одеянии, была очень похожа на технику трансцендентности скорби, которую Хань Ли культивировал в прошлом. Даже если они не были одной и той же секретной техникой, они определенно были как-то связаны.
Человек в парчевом одеянии явно был в очень плохом состоянии, и, бросив злобный взгляд на Ханли, он поспешно вытащил несколько таблеток, которые тут же проглотил, а затем вызвал несколько талисманов, которые мгновенно исчезли в его теле. Затем он начал произносить заклинание, и облако кровавого тумана вырвались из его ран, когда его тело начало быстро восстанавливаться. Бесчисленные алые нити переплетались друг с другом, и его рука и нижняя часть тела уже начинали обретать форму. Казалось, что он скоро сможет полностью восстановиться. Конечно, Хань Ли не собирался предоставлять ему такую возможность. Он одновременно перевернул 3 свои руки, и 3 миниатюрные горы немедленно всплыли над его ладонью, все из которых он без колебаний швырнул в сторону каменного города. В то же время он сделал хватательное движение 3 другими руками, и 3 лазурных длинных меча появились, прежде чем увеличиться примерно до 10 футов в размере каждый, после чего они также были разрезаны в сторону каменного города. Бесчисленные проекции лазурного меча пронеслись вперед, в то время как 3 маленькие горы расширились до нескольких тысяч футов в размерах, прежде чем рухнуть вниз к каменному городу сразу. Световые барьеры за пределами каменного города беспорядочно вспыхивали, и колебания ограничений вспыхивали в безумии. В то же самое время группа пауков-асур и других высокосортных зверей, сидевших на построении в укромном уголке города, в унисон выплюнула полные рты крови, в то время как их лица значительно побледнели. Ограничения вокруг за пределами города были довольно грозными, но они никак не могли долго продержаться против таких свирепых атак. Таким образом, световые барьеры были быстро сняты, и в мгновение Эйке остался только один. Лицо человека в парчевом одеянии совершенно побледнело, когда он увидел это. Он никогда не думал, что у Хань Ли все еще будет достаточно сил, чтобы прорваться через ограничения вокруг города после такой жестокой битвы. Именно в этот момент из каменного города раздался соблазнительный голос. «Что происходит, мама? Я провел в уединении всего несколько лет, а на нас уже напали». Глава 2293. Битва с пауками Асуры. Часть 7. Как только голос затих, около дюжины багровых теней внезапно появились в каменном городе, прежде чем взорваться облаками багрового тумана. Сразу же после этого поднялась массивная багровая волна, чтобы противостоять надвигающимся выступам меча и крайним горам. В результате ограничение вокруг каменного города смогло снова стабилизироваться. Хань Ли, естественно, пришел в ярость, увидев это, и тут же открыл рот, чтобы выпустить массивную вспышку золотого света, которая в мгновение Эйке ударила в багровую волну. Запах гари мгновенно разнесся по воздуху, и часть багровой волны, в которую ударила молния, мгновенно исчезла. Это божественная дьявольская молния. Из города донесся крик удивления, за которым последовал слабый смешок. Сразу же после этого алая волна быстро сошлась, образовав соблазнительную молодую женщину в коротком алом платье и около дюжины гигантских зверей с волчьими головами и медвежьими телами. Молодой женщине на вид было всего 15 лет с набором красивых черт лица и элегантной фигурой. Ее кожа была светлой, как нефрит, а в руке она держала зеленую цветочную корзину. От нее исходила невероятно соблазнительная аура, и даже с умственной стойкостью Хань Ли он был на мгновение очарован. Его сердце слегка дрогнуло, когда он поспешно активировал свою технику очищения духа, чтобы восстановить свое внимание, а затем направил свое духовное чувство к женщине, когда на его лице появилось торжественное выражение. К его удивлению, молодая женщина находилась только на стадии поздней интеграции тела. Тем не менее, атака, которую она только что развязала, была определенно на уровне стадии Великого Вознесения. Что касается дюжины или около того зверей вокруг нее, все они также испускали ауры стадии интеграции тела, но как коллективное целое, аура, которую они выпускали, не уступала ауре существа стадии Великого Вознесения. Хань Ли лихорадочно соображал, пытаясь угадать происхождение молодой женщины, и его атаки слегка замедлились. «Кто ты?» «Ты тоже паук Асура?» — спросил Хань Ли грохочущим голосом. Аура женщины была очень похожа на ауру других пауков-асур, но она также была смешана с каким-то другим знакомым типом ауры. Вспоминая прошлое, эта аура была похожа на ауру космических рыб в озере лавы. «Я дочь здешнего городского лорда. Все вы, должно быть, из чужих миров, верно? Могу я спросить, чем наша раса оскорбила вас? Как насчет того, чтобы сесть и поболтать, вместо того, чтобы продолжать эту бессмысленную битву?» Молодой человек говорил с Хань Ли как с равным, совершенно не обращая внимания на его великую силу сцены Вознесения. «Я был бы рад поболтать, но если вы не готовы предложить ядра ваших братьев, боюсь, мы не сможем прийти к соглашению», — ответил Хань Ли. Выражение лица молодой женщины слегка изменилось, когда она услышала это, и она уже собиралась ответить, когда женщина в зеленом вмешалась издалека. «Не трать на них свои слова, Инер, они здесь, чтобы использовать нашу силу законов, так что мирного решения быть не может». Уверенность женщины в зеленом одеянии, казалось, была значительно укреплена появлением этой молодой женщины, и намек на намерение убить мелькнул в ее глазах.
Услышав это, молодая женщина слегка нахмурила брови и вздохнула. Я хотела попытаться избежать битвы, но, похоже, это будет невозможно. В таком случае не вините меня за то, что я вмешался. Молодая женщина продолжала обольстительно улыбаться, но ее голос стал чрезвычайно холодным. Сильное чувство опасности всколыхнулось в сердце Ханли, и он немедленно бросился назад, не колеблясь. Почти в тот же самый момент в воздухе над головой вспыхнул багровый свет, и гигантский коготь Цалай Ци, кружащийся вокруг него, молнией обрушился вниз без всякого предупреждения. Место, где только что стоял Ханли, было полностью затоплено багровым туманом, который быстро превратился в молодую женщину, в то время как молодая женщина в городе превратилась в одного из волкоголовых зверей вокруг нее. Ханли был очень встревожен, увидев это, и он немедленно указал пальцем вперед, выпустив полосу лазурного света, которая достигла молодой женщины в мгновение ока, прежде чем вращаться вокруг нее, как молния. Однако молодая женщина осталась совершенно равнодушной к нападению, и на ее лице появилась странная улыбка, когда она схватилась за полосу лазурного света голой рукой. Зрачки Ханли слегка сузились, когда он увидел это, и он немедленно активировал свое искусство меча, на котором полоса лазурного света превратилась в чрезвычайно живого лазурного змея, который поглотил молодую женщину целиком. Однако в следующее мгновение из лазурного змея с громким грохотом вырвались бесчисленные алые нити, и змея мгновенно разорвала на части. Молодая женщина усмехнулась, вновь появившись в багровом свете, в то время как Ханли издалека протянул к ней гигантскую ладонь. Сильные пространственные колебания вспыхнули в этом направлении, и гигантская рука, которая была размером с акр, появилась из воздуха с бесчисленными дугами золотых молний, вращающихся вокруг нее, обрушиваясь на молодую женщину в неожиданной атаке. Во все стороны полыхнула молния, и сверху обрушился взрыв невероятно огромной силы. Улыбка молодой женщины погасла, когда она почувствовала эту огромную силу, и ее тело внезапно распалось, прежде чем его полностью затопила золотая молния. Как только пыль осела, в воздухе остался только тусклый и тусклый маленький лазурный меч. В то же самое время один из волкоголовых зверей внутри каменного города взорвался облаком багрового тумана, который затем сошелся, чтобы снова сформировать улыбающуюся молодую женщину. Заметив это, на лице Хань Ли появилось удивление, и он махнул рукой в сторону маленького меча вдалеке. Меч тут же вернулся к нему в мгновение ока, и Хань Ли с заинтригованным выражением лица оценил его, обнаружив, что он полностью потускнел с багровыми отметинами по всей поверхности, выглядя так, как будто его духовная природа была несколько скомпрометирована. Хань Ли потер обе руки вместе с маленьким мечом между ними, и после вспышки золотой молнии все малиновые отметины на поверхности меча были мгновенно уничтожены, вернув ему прежний ярко-лазурный цвет. «Значит, ты культивируешь технику духа крови кровавого Даа. Неудивительно, что ты смог загрязнить даже мой связанный летающий меч», — сказал Хань Ли, поглощая маленький меч обратно в свое тело. Молодая женщина слегка запнулась, увидев, что летающий меч так легко восстанавливает свою духовную природу, но затем сказала: «Я не думала, что ты знаешь о технике духа крови, и уж точно не думала, что твои связанные летающие мечи будут очищены от бамбука золотой молнии. Похоже, мне придется проявить часть своей истинной силы. Конечно, мне также интересно увидеть силу твоей техники духа крови. Почему бы тебе не присоединиться к нам, товарищ Дао Сы?» Хань Ли холодно усмехнулся, внезапно сделав ручные печати тремя руками, а затем указал пальцем в сторону каменного города. Три крайние горы, парящие вокруг города, мгновенно раздулись до размеров более 10 тысяч футов по его приказу, и одна из них выпустила слои серого света, который превратился примерно в дюжину гигантских щупалец, все из которых злобно обрушились на световой барьер внизу. Тем временем другая гора выпустила бесчисленные полосы невидимой ци меча, которые образовали гигантскую сеть меча, в то время как последняя гора выпустила пятицветный ореол, который также обрушился сверху. Таким образом, единственное оставшееся ограничение в городе снова начало сильно дрожать. Выражение лица человека в парчевом одеянии резко изменилось, когда он увидел это, и он немедленно попытался принять контрмеры, но рядом с ним внезапно вспыхнули пространственные колебания, на которых внезапно появилась инь. Затем она ткнула ладонью в сторону человека в парчевом одеянии, который рефлекторно попытался подойти. Однако она все равно каким-то образом смогла положить ладонь ему на плечо, полностью игнорируя его защитный духовный свет и уклончивые действия. Человек в парчевом одеянии был очень встревожен, увидев это, и уже собирался что-то сказать, когда рука на его плече приобрела зеленый кристаллический оттенок. В то же самое время всплеск знакомой силы законов появился перед тем, как мгновенно окутать все его тело. Под действием силы законов его искалеченная рука и нижняя часть тела почти мгновенно восстановились до своего прежнего состояния. Только тогда молодая женщина со слабой улыбкой убрала руку с его плеча. «Это же переворот духа!» — воскликнул Хань Ли с ошеломленным выражением лица, увидев это. Это определенно не была способность сродни бессмертному телу. Вместо этого это была легендарная способность, которую можно было высвободить только после того, как человек достиг первоначального овладения законом времени.
Человек в парчевом одеянии пришел в восторг, увидев это, и на его лице появилось возбужденное выражение, когда он поспешно спросил: «Товарищ Даосин, может быть, ты преуспел?» Глава 2294. Битва с пауками Асуры. Часть 8. Это не так просто, я только постиг основы. Я никак не могу справиться с великой стадией вознесения в одиночку, поэтому мне понадобится ваша помощь, старший И, с улыбкой ответила Инер. Человек в парчевом одеянии осмотрел свое тело, чтобы обнаружить, что даже часть его потраченной энергии была восстановлена, и он, естественно, был в экстазе. Хехе, ты даже освоил обращение духа, и я думаю, что это больше, чем просто основы. С вашей помощью я бы не отказался снова вступить в бой с этим человеком. Сразу же после этого он снова превратился в свой гибрид павлина и человека, затем перевернул руки, чтобы создать шар серебряного света и шар золотого света, который содержал серебряный свиток и золотое зеркало соответственно. Свиток в его руке расплылся, прежде чем взорваться бесчисленными серебряными рунами, образуя серебряную броню, которая покрывала все его тело. Что же касается золотого зеркала, то оно засветилось мерцающим светом, прежде чем превратиться в пару гигантских золотых мечей, за которые он тут же ухватился. Тем временем Инер сделала ручную печать, и звери с волчьими головами перед ней взорвались с глухим стуком, а затем хлынули ее тело двумя вспышками багрового тумана. Ее руки тут же засветились алым светом, и она что-то пропела, указывая пальцем на человека в парчевом одеянии несколько раз подряд. Цепочка рун появилась из кончика ее пальца, прежде чем исчезнуть в его серебряной броне в мгновение ока, и слой алых узоров мгновенно появился на поверхности брони. В то же время человек в парчевом одеянии почувствовал, как по его телу пробежала волна жара. Его сила возросла примерно в 2 раза, и взрыв яростной ярости поднялся в его сердце, когда его глаза стали заметно более налитыми кровью. «Значит, ты применил ко мне технику кровожадности. Это меня вполне устраивает». Усмехнулся он, вылетая из светового барьера в виде шара золотого света, а затем взмахнул мечами в воздухе, чтобы выпустить 2 массивных выступа меча, каждый из которых был более 1000 футов в длину. Выступы меча пронеслись в воздухе с разрушительной силой, но внезапно на лице Хань Ли появилась улыбка, когда он оценил выступы меча, а затем взглянул на Инер. Он ткнул пальцем в небо, и 3 крайние горы внезапно исчезли на месте. В следующее мгновение перед ним вспыхнули пространственные колебания, и 3 крайние горы появились прямо перед его телом. Раздался оглушительный грохот, когда 2 выступа золотого меча злобно ударили в крайние горы, но были отброшены, в то время как горы просто слегка дрожали. Холодный взгляд мелькнул в глазах человека в парчевом одеянии, когда он увидел это, и он метнул оба своих гигантских золотых меча вверх в унисон, прежде чем произнести заклинание. Внезапно 2 меча слились воедино во вспышке сверкающего золотого света, а затем обрушились с еще более свирепой силой. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, а затем сделал ручную печать каждой из своих 6 рук. 72 маленьких лазурных меча вылетели из его тела, превращаясь в бесчисленные полосыцы меча, которые также слились в один, образуя гигантский клинок длиной в несколько тысяч футов. Массивный клинок взметнулся в воздух по приказу Хань Ли, и 2 гигантских клинка столкнулись с оглушительным грохотом. Ослепительный золотисто-лазурный свет озарял все небо, заставляя отводить взгляд. 2 массивных клинка, казалось, были равны. Лицо человека в парчевом одеянии слегка потемнело, когда он увидел это, и он быстро указал пальцем на свой клинок, впрыскивая свою магическую силу в меч издалека. Золотой свет, исходящий от меча, мгновенно стал намного ярче, но в то же время Хань Ли поднял свои 3 головы и открыл рот, чтобы выпустить 3 стрелы золотой молнии, все из которых мгновенно растворились в воздухе. В следующее мгновение бесчисленные дуги молний появились из поверхности гигантского лазурного меча, а затем устремились прямо к золотому мечу. Перед лицом лазурного меча и золотой молнии золотой меч был мгновенно разбит, к большому удивлению человека в парчевом одеянии. Именно в этот момент в глазах Хань Ли появилось свирепое выражение, и он без колебаний сделал шаг вперед, после чего внезапно исчез. Сердце человека в парчевом одеянии дрогнуло, когда он увидел это, и он поспешно позвал Инер, делая ручную печать, чтобы вызвать 8 пятицветных щитов среди вспышки пятицветного света. Щиты защищали его со всех сторон, в то время как он перевернул руку, чтобы вызвать пурпурно-черную деревянную линейку, которая превратилась в проекцию в его руке. Слабая улыбка появилась на лице Инер, когда она услышала крик человека в парчевом одеянии о помощи, и она протянула руку вперед, на которой один из волкоголовых зверей вокруг нее мгновенно взорвался облаком кровавого тумана, внутри которого виднелась гигантская волчья голова. Именно в этот момент рядом с человеком в парчевом одеянии вспыхнули пространственные колебания, и появилась золотая фигура, прежде чем броситься к нему, как молния. Человек в парчевом одеянии холодно хмыкнул, увидев это, и скользнул назад, высвобождая бесчисленные полосы фиолетового света с деревянной линейкой в руке. Однако золотая фигура не сделала ни малейшей попытки уклониться от полос фиолетового света и продолжала атаковать с целеустремленной яростью.
Полосы фиолетового света ударили в золотую фигуру, и большинство из них были отброшены, в то время как только небольшая часть из них смогла погрузиться в тело золотой фигуры. В воздухе сразу же повеяло зловонием, и золотая фигура слегка остановилась. При виде этого на лице человека в парчевом одеянии появился намек на восторг. Полосы фиолетового света не казались такими уж замечательными, но они были невероятно острыми и наполненными духовными чувствами, разрушающими соединения, которые серьезно повлияли бы даже на великое существо стадии Вознесения. Это был один из его главных козырей. Однако, к большому удивлению человека в парчевом одеянии, золотая фигура, казалось, совершенно не пострадала, когда она протянула свои 6 рук в воздух, высвобождая бесчисленные выступы кулаков, продолжая атаковать вперед. Человек в парчевом одеянии едва мог поверить своим глазам, и холодный пот сразу же потек по его лбу. Однако затем он стиснул зубы, прежде чем открыть рот, чтобы изгнать маленькую лазурную печать, которая мгновенно раздулась до размера резервуара для воды, прежде чем броситься прямо к золотой фигуре. Казалось, он пытается бороться с огнем. Еще до того, как лазурная печать соприкоснулась с выступами кулака, она выпустила взрыв особой силы, и все выступы кулака непроизвольно разошлись посередине. Однако золотая фигура осталась совершенно незатронутой и врезалась прямо в лазурную печать своим собственным телом. Человек в парчевом одеянии слегка запнулся, увидев это, прежде чем на его лице появилось восторженное выражение. Эта лазурная печать была его связанным сокровищем, и хотя ее сила не могла сравниться с силой глубокого небесного сокровища, она определенно не уступала ему в прочности. Таким образом, тело золотой фигуры никак не могло соперничать с этим сокровищем. И действительно, золотая фигура столкнулась с лазурной печатью среди оглушительного грохота, похожего на звук удара гигантского гонга, и первая была отброшена назад на 10 шагов. Прямо в этот момент гигантская алая волчья голова появилась позади него среди вонючего запаха гори, затем погрузила свои острые клыки в талию золотой фигуры, погрузив их на несколько дюймов в глубину. Золотая фигура вздрогнула, прежде чем молнией вонзить свои 6 золотых ладоней в голову волка. Увидев это, Инер немедленно что-то пропела, прежде чем сделать ручную печать, и голова волка внезапно стала расплывчатой и расплывчатой, позволяя золотым ладоням пройти прямо сквозь нее. Однако его клыки все еще крепко впивались в талию золотой фигуры, отказываясь вырываться. Человек в парчевом одеянии был в восторге, увидев это, и намек на намерение убить мелькнул в его глазах, когда его деревянная линейка внезапно превратилась в пурпурно-черное длинное копье. Однако как раз в тот момент, когда он собирался метнуть копье в золотую фигуру, легкий ветерок пронесся в воздухе позади него, и другая золотая фигура внезапно появилась, прежде чем выставить вперед кулаки, оба из которых были пронизаны слоями серебряных узоров. Эта вторая золотая фигура была гигантской золотой обезьяной с фиолетовым светом, исходящим от ее тела и серебряными узорами, бегущими по всей ее коже. Эта гигантская обезьяна была истинным телом Ханли, в то время как другая золотая фигура была только его золотым телом происхождения, которое он контролировал с помощью своего духовного чувства как приманку. Даже без золотого тела происхождения в его теле, физическое тело Ханли было таким же мощным, как и раньше, с его мантрой очищения 100 меридианов, используемой в сочетании с его гигантской формой горной обезьяны. Выражение лица Ин слегка изменилось, когда она увидела это, и ей захотелось произнести несколько предостерегающих слов, но было уже слишком поздно. Человек в парчевом одеянии почти сразу же почувствовал появление Хань Ли и тут же встревоженно обернулся, прежде чем метнуть копье в сторону Хань Ли. Однако один из приближающихся кулаков Хань Ли с легкостью отбил копье в сторону, в то время как другой его кулак ударил по одному из пятицветных щитов вокруг противника. Глава 2295. Битва с пауками Асуры. Часть 9. Щит засверкал мерцающим светом, пытаясь удержать кулак на расстоянии, но в одно мгновение он был разбит взрывом пронзительного фиолетового света. Защитный духовный свет вокруг человека в парчевом одеянии также был легко пробит, и кулак Хань Ли ударил его тело с разрушительной силой. Человек в парчевом одеянии поспешно вложил всю свою силу в серебряные доспехи без каких-либо оговорок, и алые узоры на доспехах вспыхнули бесчисленными рунами, образуя вокруг него алый световой барьер. Намек на насмешку мелькнул в глазах Хань Ли, когда он увидел это, и он раздвинул пальцы на своей руке, на которой все слои серебряных образований на его руке взорвались в унисон, как вспышка серебряного света. Что же касается самого Хань Ли, то он внезапно исчез на месте. Человек в парчевом одеянии слегка запнулся, увидев это, затем направил свое духовное чутье на вспышку серебряного света, от которой его лицо совершенно побледнело от ужаса. Макушка его головы немедленно открылась, и миниатюрная фигурка, которая была всего около фута высотой, мгновенно вылетела из его тела. Именно в этот момент вспышка серебряного света ударила в багровый барьер, и мгновенно разразился разрушительный взрыв. Ослепительное серебряное солнце появилось на том месте, где стоял человек в парчевом одеянии, и его поверхность была испещрена бесчисленными серебряными рунами, которые образовывали серию образований различных размеров.
В следующее мгновение все образования на поверхности серебряного солнца тоже взорвались, и массивный столб света вырвался наружу, в то время как разрушительные серебряные ударные волны распространились во всех направлениях. Это было так, как будто судный день действительно наступил. Такое удивительное явление, естественно, привлекло внимание всех остальных на поле боя, и все они прекратили то, что делали, прежде чем убежать вдаль в страхе быть сметенными взрывом. Сюэ Ран и Хэй Линь были в восторге, увидев это, но в то же время в их глазах появился намек на удивление. Оба они были более могущественны, чем среднестатистическое существо стадии Великого Вознесения, но не было никакого способа, которым они могли бы развязать такую страшную атаку. Казалось, что силы Хань Ли намного превзошли их ожидания. Что же касается женщины в зеленом одеянии, то при виде столба света вдалеке в ее сердце впервые зародился страх. Сюэ Ран и Хэй Линь обменялись быстрыми взглядами, а затем немедленно возобновили атаку на женщину в зеленом. Таким образом, она была вынуждена вернуться в бой, превратившись в ужасающего трехголового паука, который бросился на Сюэ Ран и Хэй Линя. Таким образом, их битва быстро возобновилась. Что же касается Мо Цзиньли и 4 зрелых пауков Асур, то их нигде не было видно, так как они переместились куда-то еще во время битвы. Через некоторое время массивный столб света исчез, как и серебряные ударные волны. И если не считать остаточной обжигающей ауры в воздухе, все вернулось в норму. Однако человека в парчевом одеянии нигде не было видно, и казалось, что он погиб во время взрыва. Холодный взгляд мелькнул в глазах Инер, когда она увидела это. Именно в этот момент пространственные флуктуации вспыхнули на расстоянии 5000 футов, и появилась миниатюрная фигура, которая мигала пятицветным светом. Миниатюрная фигурка была одета в костюм из пятицветных доспехов и держала в руках маленькую лазурную печать. Это была никто иная, как зарождающаяся душа человека в парчевом одеянии. Зарождающаяся душа бросила обиженный взгляд на Ханли, а затем сразу же побежала к каменному городу, как полоса пятицветного света. Однако золотая фигура с 3 головами и 6 руками внезапно появилась на его пути среди вспышки духовного света. Зарождающаяся душа тут же сменила направление, чтобы обогнуть золотую фигуру, но как только она это сделала, пара пушистых золотых рук внезапно появилась из ниоткуда. Гигантская золотая обезьяна, которая была более 100 футов высотой, затем появилась, прежде чем открыть свою пасть, чтобы выпустить толстую золотую молнию. Было слишком поздно для зарождающейся души принимать уклончивые меры, поэтому она могла только бросить свою лазурную печать вперед, которая резко увеличилась в размерах, чтобы защитить его. Золотая молния злобно ударила в лазурную печать, отбросив ее назад, но молния тоже погасла. В глазах золотой обезьяны мелькнул намек на намерение убить, и она шагнула вперед, прежде чем протянуть гигантскую руку, похожую на молнию. Однако за эту долю секунды задержки зарождающаяся душа уже успела сделать ручную печать, после чего исчезла на месте в виде вихря пятицветных перьев. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули более чем в 1000 футах позади гигантской обезьяны, и зарождающаяся душа снова появилась, прежде чем продолжить бежать к каменному городу. Как раз в тот момент, когда он собирался войти в световой барьер вокруг города, внезапно раздалось холодное хрюканье, и зарождающаяся душа почувствовала, как будто ее духовное чувство было поражено ударом молнии, заставив ее почти упасть с неба. В то же время вокруг него появились пятна желтого света, превращаясь в песчинки желтого песка. Желтая песчаная буря была быстро сметена, поймав зарождающуюся душу в ловушку, в то время как взрыв огромной невидимой силы сжимался к ней в безумии. Вереница трещин и хлопков раздалась из тела зарождающейся души, и на ее лице появилось мучительное выражение, как будто она вот-вот будет раздавлена силой, оказываемой на нее. Более того, сила становилась все более и более мощной. Тем временем золотая обезьяна все еще оставалась на месте, но верхняя часть ее головы открылась, и появилась миниатюрная фигура в лазурном одеянии, держащая в одной руке крошечную тыкву. Из отверстия тыквы вырывались струйки желтого света, но все это быстро растворилось в воздухе. С каждым исчезающим лучом желтого света сила, оказываемая на зарождающуюся душу, будет слегка усиливаться. Хань Ли предсказал путь бегства зарождающейся души, и он немедленно освободил свою собственную зарождающуюся душу, прежде чем призвать сокровище тыквы, которое он получил не так давно, чтобы освободить зловещий золотой астральный песок. Зарождающаяся душа человека в парчевом одеянии была остановлена холодной атакой духовного чувства Хань Ли, и теперь она была в ужасном положении внутри желтой песчаной бури. В этой отчаянной ситуации Инер, наконец, снова начала действовать. 4 волкоголовых зверя вокруг нее взорвались без всякого предупреждения, после чего 4 облака багрового тумана появились в желтой песчаной буре среди всплеска пространственных колебаний, а затем защитили зарождающуюся душу человека в парчевом одеянии внутри них. Давление на зарождающуюся душу мгновенно ослабло, и она пришла в экстаз, превратившись в миниатюрного пятицветного павлина, излучающего сверкающий пятицветный свет. Зарождающаяся душа Хань Ли слегка прищурилась, увидев это, и внезапно по его приказу на поверхности желтой тыквы появились бесчисленные полупрозрачные руны.
Песчаная буря, бушевавшая вокруг зарождающейся души человека в парчевом одеянии, сразу же стала значительно более яростной, и начали появляться песчинки размером с кулак, которые испускали своеобразные ограничительные колебания. В то же самое время над песчаной бурей вспыхнули пространственные колебания, и внезапно появилось золотое тело Хань Ли. Как только золотое тело появилось, оно вызвало золотое оружие в каждой руке, состоящее из сабли, меча, посоха, кольца, пестика и булавы, все из которых были размахнуты вниз со злобной силой. Песчаная буря мгновенно разорвалась на части, и шар золотого света вырвался наружу, сметая все виды хаотических энергетических колебаний, которые распространились по воздуху во всех направлениях. Зарождающаяся душа Хань Ли заглянула в пару чернильно-черных глаз в центре света, зрачки которых слегка сузились. Затем он приготовился сделать печать рукой, но внезапно ему пришла в голову мысль, и он внезапно прекратил то, что делал. Пространственные колебания внезапно вспыхнули рядом с Инер на городской стене, и миниатюрный павлин, у которого не хватало одного крыла, появился, прежде чем немедленно завыть: «Спасите меня, товарищ да ассист ин. Только твоя способность к обращению духа может восстановить мою зарождающуюся душу. Я обязательно щедро вознагражу тебя за это». Как только его голос затих, миниатюрный павлин вернулся к своему человеческому облику, но почти половина его тела исчезла, и его аура была чрезвычайно слабой, как будто он мог погибнуть в любой момент. Несмотря на то, что ему удалось сбежать с помощью Инер, он все еще был серьезно поврежден зловещим золотым астральным песком и 6 орудиями золотого тела происхождения. Если Инер не спасет его своей силой времени, он может даже упасть ниже великой стадии Вознесения. Вот почему он был так отчаянен. Инер взглянула на зарождающуюся душу, прежде чем слегка кивнуть, а затем протянула к ней ладонь.